13 июля 2020 года. Нижний Новгород. Обычный летний день. Но именно в этот день полиция получит звонок, который приведет следователей к одному из самых странных расследований последних лет. Мужчина сообщает дежурному: в реке возле автозаводского района находится человек, без признаков жизни. На место сразу выезжают полицейские и спасатели. Очень скоро становится понятно, это не несчастный случай и не трагедия на воде. Перед следователями лежит молодая девушка со связанными руками и ногами, а на голове закреплен обычный пакет. Рядом нет сумки, нет телефона, нет документов, ни одной вещи, словно кто-то специально сделал все, чтобы ее невозможно было узнать. И вот что кажется самым странным. Никто не ищет эту девушку, никто не звонит в полицию, не обзванивает больницы, не расклеивает ориентировки, словно ее никогда и не существовало. Следователи начинают проверять базы пропавших людей. Они надеются, что кто-то уже ищет девушку, но проходит день, второй, третий, и ничего не происходит. Никто не приходит в полицию, никто не подает заявление, никто даже не интересуется, куда она могла исчезнуть. Тогда оперативники принимают решение показать фотографии погибшей в новостях. Возможно, кто-то все-таки узнает ее. И этот расчет срабатывает. Через несколько дней в полицию звонит мужчина. Он говорит, что видел сюжет по телевизору. И кажется, он знает эту девушку. Так у следствия появляется имя. Надежда Рысева. На момент смерти ей был всего 21 год. Очень быстро становится понятно. Жизнь Надежды была непростой. Она родилась в Белоруссии и еще ребенком осталась сиротой. Позже ее удочеряет семья из Нижнего Новгорода. Казалось бы, у девочки появляется шанс начать все заново. Но этого не произошло. Отношения с приемными родителями складывались тяжело. Надежда часто уходила из дома. Подолгу не появлялась, а став взрослой, практически перестала общаться с семьей. К 2020 году девушка жила одна, снимала небольшую квартиру, работала продавцом и воспитывала маленькую дочь, без помощи, без поддержки и без человека, который мог бы защитить ее в трудную минуту. Наверное, именно поэтому, когда Надежда исчезла, этого почти никто не заметил. И это одна из самых страшных деталей этой истории. Получив имя погибшей, следователи переходят к следующему этапу. Они начинают изучать ее телефон, сообщения, звонки и круг общения. Именно тогда появляется человек, который вскоре станет главным подозреваемым. Среди сотен контактов выделяется один номер. Надежда общалась с ним особенно часто, практически каждый день, и особенно активно, незадолго до своего и исчезновения. Этот номер принадлежал 34-летнему жителю Нижнего Новгорода, Юрию Чекановскому. На первый взгляд, перед следователями был обычный мужчина, жена, 2 детей, работа, никаких проблем с законом. Но тогда никто еще не понимал, что за образом примерного семьянина скрывалось совсем другое лицо. Но идеальная картинка начинает рушиться. Стоит следователям открыть переписки и внимательно изучить последние дни Надежды. Очень быстро выясняется, Юрий и Надежда были не просто знакомыми. Между ними несколько месяцев продолжался тайный роман. И все это время мужчина жил двойной жизнью. Дома он был заботливым мужем, любящим отцом и примерным семьянином. А за пределами квартиры проводил время с молодой девушкой, которая снимала небольшую комнату и одна воспитывала ребенка. Они старались скрывать отношения, удаляли сообщения, договаривались о встречах заранее и делали все, чтобы никто ничего не узнал. Но долго так продолжаться не могло. С каждым месяцем напряжение только росло. Надежда устала быть человеком, о существовании которого нельзя говорить вслух. Она устала ждать и надеяться, что однажды все изменится. В начале июля 2020 года девушка принимает решение, которое полностью меняет ход этой истории. Она ставит Юрию ультиматум. Либо он сам рассказывает обо всем своей жене, либо это сделает она именно в этот момент. Для мужчины привычная жизнь начинает рушиться. Всего один звонок, всего одно сообщение, и он мог потерять все – семью, детей, репутацию и ту жизнь, которую строил годами. Игнорировать угрозы было невозможно.
Поэтому 11 июля назначается встреча, чтобы поговорить в последний раз. Местом для разговора выбирают природный заказник, Малышевские гривы, глухое место, почти без людей и без камер наблюдения. Странный выбор для обычного разговора, не правда ли? Но тогда никто еще не знает, что Надежда больше никогда не вернется домой. В назначенный день они встречаются. Девушка приезжает за ответами. Она хочет услышать, что Юрий наконец делает выбор. Но мужчина приехал совсем с другими мыслями. Он понимал, обещания больше не помогут. Оправдания закончились. Начинается разговор, который очень быстро перерастает в ссору. Голоса становятся громче, эмоции выходят из-под контроля. Именно там, среди деревьев, история молодой матери, которая просто хотела нормальной жизни, подходит к своему страшному финалу. Но следователи узнают об этом намного позже, а пока у них появляется другой вопрос. Почему человек, который последним видел Надежду живой, сам позвонил в полицию и сообщил о найденном теле? После того, как номер Юрия появляется в телефонных детализациях Надежды, мужчину вызывают на беседу. Он приходит в отделение спокойно, уверенно отвечает на вопросы и выглядит так, словно ему совершенно нечего скрывать. На вопрос о Надежде он отвечает коротко: «Мы не знакомы, никаких отношений не было, вы просто ошиблись». Но следователи уже подготовились и знают гораздо больше, чем кажется самому Юрию. Оперативники поднимают старые материалы и вспоминают один странный звонок. 13 июля. Именно Юрий сообщил полиции, что в реке находится тело девушки. Он представился обычным прохожим, который случайно сделал страшную находку. И тогда это выглядело вполне логично. Ведь какой убийца сам вызовет полицию? Какой преступник добровольно приведет следователей к своей жертве? Но теперь ситуация выглядит совсем иначе. Перед следователями сидит человек, который не только хорошо знал Надежду, но и оказался последним человеком, кто видел ее живой. Следователи кладут перед ним распечатки сообщений, переписки, историю звонков и фотографии совместных встреч. Отрицать очевидное становится невозможно. Юрий понимает, его версия начинает рушиться, и тогда он меняет тактику. Признается, да, между ними действительно были отношения. Да, они встречались несколько месяцев. Да, 11 июля между ними произошла серьезная ссора, но дальше мужчина пытается убедить следствие, что произошедшее было случайностью, что он потерял контроль, и все произошло на эмоциях. Однако сыщики уже начинают сомневаться. Слишком спокойно вел себя Юрий. После того, как избавился от тела, он не пытался скрыться, не покинул город, не менял номер телефона. Вместо этого он решил сыграть другую роль – роль человека, который якобы случайно обнаружил погибшую. И, возможно, этот план действительно бы сработал, если бы не одна маленькая деталь, которую Юрий просто не смог предусмотреть. Цифровой след. Телефон помнил все. Каждое сообщение, каждый звонок, каждую встречу. Именно эти данные позже не только раскроют убийство Надежды, но и приведут следователей к преступлениям, которые оставались тайной больше 10 лет. После признания Юрия следователи считают, что дело практически раскрыто. Остается лишь восстановить последние часы жизни Надежды, но перед отправкой в СИЗО происходит обычная процедура. У мужчины берут образец ДНК. Стандартная формальность, которую проходят тысячи задержанных. Никто тогда даже представить не мог, что именно этот анализ перевернет все расследование. Проходит несколько дней, и из генетической лаборатории приходит ответ. Компьютер находит полное совпадение. ДНК Юрия уже была в базе, но совсем по другому делу, которое считалось безнадежным больше 10 лет. Чтобы понять масштаб этой находки, нужно вернуться в 2009 год, октябрь. Обычный учебный день. 12-летняя девочка возвращается домой после школы. Неожиданно к ней подходит молодой мужчина, хватает за руку и силой затаскивает в заброшенное здание. К счастью, девочка остается жива.
Полицейские быстро приезжают на место, а криминалисты тщательно собирают улики, специалисты выделяют биологический материал нападавшего, создают генетический профиль и загружают его в федеральную базу данных. Но найти преступника тогда так и не удается. Годы идут, дело постепенно забывается и превращается в очередной архивный висяк. Тем временем сам нападавший продолжает жить обычной жизнью, работает, создает семью, знакомится с новыми людьми и даже не подозревает, что его ДНК все еще ждет своего часа. И вот летом 2020 года, спустя 11 лет, компьютер наконец выдает имя. Человек, которого арестовали за убийство Надежды Рысевой, оказывается тем самым мужчиной, которого искали больше 10 лет. Но это было только начало. Следователи начинают внимательно изучать прошлое Юрия и находят еще один очень странный эпизод. На дворе уже 2013 год. Прошло 4 года после нападения на школьницу. Юрий назначает встречу 16-летней девушке под предлогом помощи с работой, но вместо разговора о трудоустройстве. Он приводит ее в лес, достает пневматический пистолет и начинает угрожать. Однако в этот раз все идет не по плану. Девушка начинает сопротивляться, вырывается и успевает убежать. А самое страшное заключается в другом. В тот раз Юрия задержали. Он признался, дал показания, но вскоре его просто отпустили домой. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Есть потерпевшие. Есть признательные показания. Есть оружие. И есть задержанный. Оставалось лишь передать материалы в суд и ждать приговора. Но дальше происходит нечто странное. Дело попадает к следователю Руслану Сутягину. И вместо быстрого расследования начинаются бесконечные проверки. Проходит месяц, потом еще один, а затем проходит почти целый год. И неожиданно следователь принимает решение отказать в возбуждении уголовного дела. Несмотря на признание, несмотря на показания девушки, несмотря на найденный пистолет, Юрий выходит на свободу. Потерпевшая пытается добиться справедливости, пишет жалобы, обращается в прокуратуру, но получает лишь формальные ответы. По сути, человеку просто дали второй шанс. Шанс понять, что он может делать все, что угодно, и ничего за это не будет. Возможно, именно тогда Уриповилось чувство полной безнаказанности. А теперь, спустя 7 лет, следователи понимают, если бы его тогда не отпустили, Надежда Рысева могла бы быть жива. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Изучая историю звонков Юрия после убийства, оперативники обнаруживают еще один номер. Он принадлежал женщине, 33-летней знакомой Чекановского. Оказывается, после убийства Юрий не поехал домой и не сдался полиции. Он позвонил ей и рассказал, что рядом с ним лежит тело девушки. Что бы сделал обычный человек? Наверное, позвонил бы в полицию или просто убежал. Но эта женщина принимает совсем другое решение. Она соглашается помочь. Они встречаются, возвращаются на место преступления и начинают уничтожать следы. Одежду Надежды, личные вещи и другие предметы. Они собирают в одну кучу и поджигают. Именно поэтому возле тела не нашли телефон, документы или сумку. Но даже этого оказалось недостаточно, когда полицейские начали опрашивать знакомых Юрия. Женщина решила идти до конца. Она пришла на допрос, смотрела следователям прямо в глаза и давала ложные показания, пытаясь спасти человека, который уже давно переступил черту. К этому моменту следователи уже понимают, перед ними не бытовая трагедия. И даже не преступление, совершенное на эмоциях. Они видят совсем другую картину. Холодный расчет, попытку уничтожить улики и желание обмануть систему.
Но самое интересное еще впереди. Оперативники начинают проверять прошлое следователя, который в 2013 году отпустил Юрия домой. И очень быстро выясняется, что тот случай был далеко не единственным. В архивах находятся другие жалобы, похожие истории и люди, которые тоже считают себя пострадавшими. Один предприниматель рассказывает, что его дело о мошенничестве расследовали несколько лет, а потом просто закрыли. Другой мужчина утверждает, что следователь затягивал проверки, терял документы и фактически не занимался расследованием. Постепенно складывается ощущение, что в 2013 году произошла не случайная ошибка, а очередное дело, которое решили не доводить до суда. Именно поэтому многие задаются вопросом: можно ли было предотвратить убийство Надежды? Ответ кажется очевидным. Да, можно было. Если бы в 2013 году Юрий получил реальный срок, он никогда не встретил бы Надежду, не начал с ней отношения и не оказался бы рядом с ней в июле 2020 года. Но история уже пошла по другому сценарию. И теперь следователям оставалось восстановить последние минуты жизни девушки. По версии следствия, во время ссоры Юрий понимает, что договориться не получится. Надежда не собирается отступать. Она требует, чтобы мужчина сделал выбор. Прямо сейчас. Тогда он переходит к насилию. Наносит сильный удар, после которого девушка теряет ориентацию и больше не может сопротивляться. А дальше происходит деталь, которая заставила следователей задуматься. У мужчин при себе оказывается скотч. Обычный моток клейкой ленты. И возникает вопрос: зачем брать с собой скотч, если ты едешь всего лишь поговорить? Следствие считает, что мужчина заранее допускал самый жесткий вариант развития событий. После произошедшего он действует спокойно, без паники, без попыток вызвать скорую, без сожаления. Только холодный расчет и желание сделать так, чтобы Надежда навсегда осталась безымянной находкой на берегу реки. Закончив скрывать следы, Юрий покидает лесополосу. Но на этом его план не заканчивается. Теперь ему нужно убедить всех, что он не имеет к произошедшему никакого отношения. И тогда мужчина принимает странное решение, которое позже шокирует даже опытных следователей. 13 июля он сам звонит в полицию. Спокойным голосом сообщает, что заметил тело девушки в воде, и просит прислать сотрудников. В тот момент ему казалось, что план работает идеально. Ведь какой преступник сам приведет полицейских к месту преступления? Какой убийца добровольно станет свидетелем? Юрий был уверен, что этот поступок навсегда снимет с него подозрения. Но он не учел одну вещь. Современные расследования редко строятся только на показаниях. Телефоны помнят все. Сообщения, передвижения, звонки, даже удаленные контакты. Именно цифровой след. Сначала привел следователей к Надежде, а затем вывел их прямо на Юрия. Когда дело передают в суд, подсудимый неожиданно меняет свою позицию. Если раньше он признавал отношения с Надеждой, то теперь начинает отрицать практически все. Он заявляет, что никого не убивал, не нападал на девочку в 2009 году и вообще стал жертвой обстоятельств. Но обвинение уже располагает слишком большим количеством доказательств. Результаты ДНК-экспертиз, телефонные соединения, переписки, показания знакомой и десятки других материалов дела. Разрушить такую цепочку фактов было невозможно. В итоге суд признает мужчину виновным сразу по нескольким эпизодам. За убийство Надежды Рысевой, за нападение на 12-летнюю школьницу в 2009 году и за попытку нападения на 16-летнюю девушку в 2013 году. Окончательный приговор
22 года колонии строгого режима. Но родственники Надежды считают, что даже такой срок слишком мягкий. На момент вынесения приговора Юрию было всего 35 лет. А значит, после освобождения он сможет вернуться к обычной жизни. Приемная мать Надежды признается. Она боится, что спустя годы этот человек снова окажется рядом с молодыми девушками. И, пожалуй, самое страшное в этой истории даже не само преступление, а то, что его можно было предотвратить еще в 2013 году. Если бы тогда дело довели до суда. Если бы кто-то просто выполнил свою работу. Надежда могла бы продолжать воспитывать дочь и жить обычной жизнью. Но одна ошибка, одно решение и одна подпись изменили судьбы сразу нескольких людей. А как считаете вы? 22 года – это справедливое наказание? Или человек, который столько лет уходил от ответственности, не заслуживает права когда-либо выйти на свободу? Напишите свое мнение в комментариях. Мне будет интересно почитать ваши версии. А если вам интересны реальные расследования, загадочные исчезновения и истории, где правда оказывается страшнее любых предположений, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много дел, в которых некоторые вопросы так и остались без ответа. Берегите себя. И до встречи в следующем расследовании.